Друзі, всім привіт! Марк Фейгін з нами на зв'язку. Російський опозиціонер, блогер, якого ви вже добре знаєте. А хто ще раптом не знає, підписуйтесь на YouTube Марка Захаровича, на його Фейсбук і Телеграм. Читаю, бачу там багато цікавих розмов, прогнозів і анонсів. Марк Захарович, вітаю! Як ваші справи? Рад приветствовать. Ну, более-менее, более-менее. Хочу з вами обговорити останню заяву нашого головного розвідника. Пан Буданов сказав, що він помітив про те, що змінилася сильно прокремлівська риторика, і начебто російський цар готує населення до програшу Росії в цій війні. Як ви вважаєте, чи останнім часом спостерігалась зміна риторики від Кремля і про що йшлося? Ну, я думаю, что не только самого Путина, но и окружение действительно какой-то заметной лексика иная. Там про Гаагу начали вспоминать какие-то вещи, снова нарративы, связанные с переговорами. А зачем вам переговоры, если вы все цели спецоперации собираетесь выполнить, если не переговорами, то военными средствами. То есть, по существу, действительно, мы улавливаем какое-то изменение этой риторики, но сказать, что Кремль окончательно смирился с поражением, даже если там кто-то и понимает, я не знаю, да, может, понимает, что выиграть в таком противостоянии просто нереально. А вот пока я вот не вижу, чтобы они смирились, чтобы они как бы пошли по пути какому-то, который предполагал бы допустимость компромиссов. Потому что переговоры, на которых настаивает Москва, они и должны быть поиском этого компромисса, а никак не капитуляции, которые Москва требует от Киева, которой не будет. А компромисс, ну как? Компромисс же предложен, вы выведите войска, об остальном можно договариваться. А там ведь много вопросов. Да, к границам, если даже 91 года вывести, это и вопрос репараций, это вопрос возвращения пленных, это вопрос совершенных военных преступлений на территории Украины, это вопрос перемещенных лиц, да, там и детей, например, угнанных. Это же тяжелые вопросы, это же очень долго надо будет решать. Конечно, вот на сегодня мы не видим готовности Кремля пойти на то, чтобы деоккупировать территории, которые заняты были после 2014 года, это включая Крым и часть Донбасса, безусловно, не говоря уже о 24 февраля. Но и предпосылки не видно, чтобы они искали компромисс по территориальному вопросу. То есть, они хотят оставить все статус-кво. Риторика частично отражает попытку изменения формата. Да, потому что Кремль до этого, рассчитывая договориться каким-то образом с Западом, раз Киев не хочет вести переговоры напрямую, пытался, используя саммит двадцатки, добиться переговоров прямых с Байденом. Этого не произошло, и все увидели в Кремле жесткую позицию, которую заняла и Вашингтон, и большая часть европейских лидеров и так далее, которые, в общем-то, какого-то уступок не готовы. Все время риторика крутится вокруг «освободите территории», ну, не получится, тогда будем воевать дальше и так далее, что Кремль, конечно, в нынешних его положении не устраивает. Кремль не видит результата от действий, которые он предпринял. Первое – мобилизация. Ну, слушайте, уже 21 сентября они объявили мобилизацию. Сами говорят, что 300 тысяч мобилизовано, 150 находятся в зоне боевых действий и 70 непосредственно передовой. Там остальные в каких-то территориальных частях, как он сказал, Путин и так далее. А результат-то где? Где результат? То есть, они же ждали, что на Киев развернется фронт, все пойдут туда, но это уже не произошло. Далее, они попытались путем бомбардировок, это суровикинская тактика, а давайте вот разрушим полностью инфраструктуру Украины, там оставим без тепла, света, связи на зиму украинское население. Это тоже не дало результат. Поэтому волей-неволей, ну так работает человеческий мозг. И, так сказать, и инстинкты работают, что они, конечно, сейчас высказываются не так бравурно, очень осторожно по поводу вообще перспектив как таковых. Плюс им вот появилось что ведь еще? Ну, они врут всегда, да, вот они говорят, что мобилизации не будет. Путина вот ждали 9 мая, что он объявит мобилизацию. Потом они пошли по пути, значит, ну ладно, деваться некуда, генералитет, генштаб добился того, что мы не можем выполнить цели и задач поставленных, нужно объявлять мобилизацию. Они объявили, назвав ее частичной. Естественно, она никакая не частичная. Берут всех, кого могут. И сейчас они встали перед выбором. То ли ограничиться этими 300 тысячами, которые, как они говорят, уже мобилизованы. То ли объявлять новую волну, как-то начинать ее более активно. Хотя они ее так сильно не прекращали. Но, в принципе, конечно, интенсивность снизилась.
Это же тяжелый выбор опять, да, то есть получается, ты вовлек в войну уже 300 тысяч обывателей, но это же не профессионалы, у тебя до этого профессионалы погибали, воевали, так сказать, с 24 февраля именно они. А сейчас ты рассчитываешь на людей, которые, ну, вчера были слесарями, сантехниками, экспедиторами, кем они там были, водителями. И вдруг они ни с того ни с сего вдруг начнут как-то так добиваться военного успеха. А вот вопрос, а как и почему? При том, что есть подозрение, что второй проблемой, достаточно существенной, которая, ну, вообще имманентна для России, но для этой мобилизации, в частности, свойственна, это отсутствие вообще сил средств. То есть, как бы нету амуниции, нету вооружений, нет офицеров из числа кадрового состава, потому что офицеров сейчас из мобилизованных формируют. А это тот же самый бывший вчерашний студент, инженер, кто он там. И вдруг он должен вести там людей старше себя в атаку, що називається, да, находиться на передовой. Марко Захарович, я Да. хочу якраз уточнити про цей момент. Ви сказали, що може затягтися війна, але ресурсу як такого немає. Власне, це і обговорюють аналітики, тому що Путін сказав, що спецоперація може стати таким затяжним процесом. З іншого боку, військові експерти говорять про те, що немає цих ресурсів. Ще з іншого боку, ми бачимо, що в бюджет Путін хоче закладати чималі суми. Да. Чи для оборони, чи для зброї, чи для дерибану цих грошей. Тобто тут якісь невідповідності, несостиковки, але в цілому виходить, що це байки для народу, правильно? Чи все-таки може це стати таким затяжним процесом? Не, вот смотрите, а он-то может выделять средства, все остальное, это все, конечно, хорошо, так сказать, деньги-то есть, они все равно получают доходы от нефти и газа, пока, конечно, они снижаются интенсивно, но посмотрим, что будет. А вопрос же не только в деньгах, то есть наличие денег еще не решает вопрос, там, не знаю, смены стволов артиллерийских, они же там за войну уже 4 раза поменяли. То есть нужно их выпускать. Это надо временно, это нужны технологические возможности. Я уж не говорю про какие-то средства двойного назначения, комплектующие или военные, которых просто не выпускалось в России. Ну, например, полупроводники, микросхемы, необходимые там и для ракет, и для авионики, для много чего, вообще говоря. Ничего этого нету. Понимаете? То есть деньги это одно, а ты поди преодолей эти санкции в масштабах, которые которые война требует. Это один момент. А второй, ну хорошо, затяжная война, окей, он считает, что он годами будет воевать. Но надо, чтобы... Там же есть вторая сторона, это сама Украина. А она согласна на затяжную войну? Нет, она готовится к операции, судя по всему. Ну, я не знаю, нет, Генштаб об этом не рассказывает, но я вижу, что подготовка идет. Идет накопление сил средств, то есть Запад поставляет на вооружении, где-то придерживают, собирают на отдельных участках фронта, где есть планы прорыва. Ну, возможно, Запорожье, например, ну, так мак. Например. Там же усиливает группировку, собственно, и Россия. Да? А может быть, на Кимбургской косе. Я ж не знаю. Но, то есть, грубо говоря, по этим правилам не собирается играть Украина. А мы же не знаем, каким будет последствия, если у Украины, если вдруг будет удачный, успешный, это контрнаступление, деоккупация какой-то новой территории. Левого берега, например, Мелитополя. Я не знаю. И что тогда? Кто рассчитывает на истощающую войну тогда? Это, понимаете, это сразу изменит всю ситуацию. Поэтому, да, война на истощение может быть, но пока у Украины есть союзники в лице коллективного Запада, их больше 50 стран, вот, Рамштайновская группа, Рамштайновский формат, то, ну, как бы он может рассчитывать на что угодно. Он хотел за 3 дня взять Киев. То есть он рассчитывал на блицкриг. Но война на истощение может иметь тот же успех, в кавычках, что и блицкриг в феврале. Понимаете? Я хочу з вами також обговорити заяву Піскова, якщо це, звичайно, можна коментувати. Ну, давайте спробуємо. Значит, дослівно, в ряде новых регионов России есть оккупированные территории, которые предстоит освободить, заявил Песков. Очевидно, имея в виду подконтрольные сейчас районы Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей України. Підконтрольні я маю на увазі Збройним силам України. Тобто в ряді нових регіонів Росії є окуповані території, які росіянам доведеться звільняти. Нет, ну это вообще я вот как юрист, я ходил в судебную психиатрию, нас водили в психульник. Вот, вы будете смеяться, я в университете учился, обычный студент-юрист, вот, и нас водили в психиатрическую больницу, и нам выводили пациента и говорили, вот это вот шизофрения, это МДП, ну, это вот психопатия в таких каких-то формах, вот, и так далее. Вот шизофреники, вот приблизительно вот так они приблизительно рассуждали, значит, на кого это работает? Временно оккупированная территория, например, Херсон.
Херсон временно оккупирован российской территорией. Ну как? Я не знаю, как это аттестовать. Там даже в России над этим так, между нами говоря, даже так, ну, где-то как, мы что действительно, что ли, как она у нас временно оккупирована, она только вот 30 сентября мы ее объявили своей. Они сейчас придумали термин пропагандистской новые территории, ну, то есть, которыми можно, в принципе, и пожертвовать. Они являются неким разменным там, сказать, средством. Ну, говорить он может все, что угодно, вот. А лучшим свидетельством тому, чьи эти территории, является отношение населения. Мы его видели. А что он как бы на новые территории не прибудет никак? Путин-то не поддержит там с детьми там, или как женщины где-нибудь походят. На Кримському Боится, наверное. мосту ж він бачив, Боится. їздив. Боится, что его могут как-то в каком-то месте, может быть, и укусить. А вот президент Зеленский к себе на своей территории почему-то приехал. Ну, странно выглядит, да? На чужие или как временно оккупированные российские территории в Херсоне. Вот я его видел. Поэтому эта риторика, она такая, знаете как, ну а что еще говорить, да? Не сказать же, ну и ладно, что упало, то пропало. Вот мы ее хотели сделать своей, но покинули, так сказать. Ну и как бы и вернулась к Украине, и аминь. Дело в том, что никто не знает, какие теперь границы у России. Они довели до такого, что а где они проходят? По Херсонской, например, или Запорожской области, как они считают, да? Они где эти границы? В Херсоне? Дальше? Там, в Запорожье в городе? Где? Так сказать. Поэтому говорить они могут все, что угодно. А кто это признал? Кто считает эти территории российскими после фейковых референдумов? Ну, хоть одна страна какая? Кто это? Северная Корея? Кто? Я не знаю. То есть, по существу, это ну, совершенно шизофреническая, так сказать, лексика, шизофреническая тактика объявлять временно оккупированными, придумывать законы для них, там, какие-нибудь там меры по защите населения на временно оккупированных территориях, ну, что-нибудь такое выдумать там и так далее. А существо дела все то же. Да, все то же. Оно заключается в том, что Украина постепенно деоккупирует свои территории. Москва выглядит смешно в этом отношении абсолютно. Ну, идиотически совершенно. И эту риторику вот как раз можно не воспринять вообще, потому что в ней ничего, кроме болезненности такой, да, симптоматической, ее нет. Потому что, ну, раз вы потеряли российские территории, с вашей точки зрения, так вы же лузеры. Путина где там признали неудачником года? Ну, то есть, он, по-моему, неудачник столетия с таким масштабом, значит, как он считает, утраченные все территории. С таким успехом можно и Аляску считать временно оккупированной территорией российской. Ну, как бы можно дойти до маразма в чем угодно. Вот они в этом части его демонстрируют. Але ви бачите, все-таки по самолюбству Путіна трошки б'ють все-таки заяви Заходу, преса. Ну, коли Зеленського ряд закордонних ЗМІ назвав людиною року, там героєм року, то ну, бункерний дід відреагував і сказав, що це антиросійська риторика, це все приділки Запада. Тобто, ну, було йому неприємно від цього, трошки заболіло. Я вот на него вот смотрю, на его такую неудачную блефоропластику, он уже плывет такой. Вы видели у него такое? Ну, якщо це той Путін, про якого ми думаємо, мені здається, їх там мінімум 5 чи 7, тому Ну, будем считать того, кого нам показывают. Ладно, будем считать того, кого нам показывают. Кто вот... Я не думаю, что у него есть двойники, которые публично выходят. Я считаю, что двойники есть оперативные, то есть они ездят в разных машинках, чтобы если кого-то пристрелили, то не жалко. Вот, но неважно, это все как бы не имеет значения, а имеет значение что? Что, конечно, это уязвляет его самолюбие, что какой-то, как он считает, актер, который там выскочка, вдруг оказался крепче его, который ездит на передовую, который сумел таки доказать, что никакой второй армии нет, в мире нет российской, что это фейк, что все, что, так сказать, достигнуто путинскими 2 с лишним десятилетиями, все фейк, все не настоящее, все неправда. Это его, безусловно, уязвляет. Ну, даст Бог, что это даже повлияет на его состояние здоровья. Будем надеяться, что он от этого еще и хватит его инсульт. Мы все об этом мечтаем и молимся. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это имеет значение, потому что он ведь так реагирует на проигрыш в информационной войне. Вот в ней он точно проиграл. Вот уж может он чего угодно рассказывать в сказке про специальную военную операцию, так называемую, но про информационную войну он точно. То есть он ее проиграл вчистую, проиграл Зеленскому. Знаете, я проиграл. думаю, що це його була одна з таких цілей
чисто психологічних бути на тих обкладинках і бути таким сильним героєм цього часу, завойовником, а ставши ізгоєм, звичайно, напевне, навіть йому це неприємно. Але спроби показати, що він не здається і вилазить зі свого бункера, час від часу є, тому що напередодні бачили ми фотографію на Кримському мосту, де він за кермом Mercedes-Benz. Тобто це невелича Європа, але ну, Ладу чи УАЗ я там не побачила, а от за кермом Mercedes-Benz сидів. Ну, принаймні, це був такий знімок, чи то в потилицю, чи то трохи в профіль, там начебто і Путіна, начебто і можливо, ні. Кто знает. А вот представляете, если это все-таки реальный Путин, вот один и тот же. Вот, вот двойники это даже как-то облегчает. Ну, это вот сегодня вот там не так вот выглядит ему там это ботокс потек. А представьте, тут один и тот же человек. Вот, мочки ниже носа. И, как говорится, поплыли надбровные дуги и уши какие-то. Вот. Вот мне все-таки второе подобается, потому что, ну, он действительно такой, какой он есть. Он на 8-м десятке, человек перезрелый, понимаете, зажился он явно. Да. Значит, ну, что касается Мерседеса и Крымского моста, там не разберешь. Там же показали мельком, так сказать, то ли постановочные кадры, то ли нет, то ли он за рулем, то ли нет, то ли там что. Ну да, Мерседес, потому что это ФСОшная машина, Федеральная служба охраны. Они не ездят на отечественных машинах, потому что это не машины, это самокаты там в лучшем случае. Поэтому это как раз неудивительно, у них нет там в парке отечественных машин. Все эти аурусы и так далее, они собраны из запчастей западных. Поэтому Крымский мост, ну, ему же надо показать, что вот смотрите, мы восстановили. Но это же смешно выглядит, потому что завтра опять прилетит что-нибудь, взорвется, и что? Опять поедешь по мосту, опять будешь пролеты восстанавливать. Он же ведь, в общем говоря, хороших объяснений для себя, ну, публичных не имеет. Как же он так довел до такого, до всего? Вот он, пожалуйста, что далеко ходить? Он, значит, вчера начал опять заявлять, он 2 дня подряд заявляет вещи, которые, ну, как бы раньше звучали бы дико. Первый день он на встрече с Советом по правам человека, ну, это у них так называется. Там, конечно, одни сатрапы висят, насильники, извращенцы, вот все сидят в СПЧ, чтобы вы понимали, там одни извращенцы. Вот там прям сидят извращенцы. То есть, нет, не какие-то вот я абстрактно ругаюсь, а люди, которые прям извращенцы. Да? Вот. Я там знаю, там нескольких, это прям конкретные прям извращенцы. Ну, бог с ним, ладно. Там все такие. А значит, там есть такой адвокат Гаргадзе, его там в педофилии обвинили. Вот. Почитайте, в интернете все есть. Про гимнасток там история. Вообще шикарная. Вот. Несовершеннолетних. Что касается... Он, значит, говорит, смотрите, мы же, говорит, достигли результатов. Я, говорит, территории присоединил. Азовское море теперь внутреннее. Это наше теперь. Петру такое не удалось. А я вот, смотрите, Володя присоединил. То есть, оказывается, цель спецоперации – это присоединение территории. Но мы это знали. Креплю Петра. Не денацификация, что нацисты, там еще там бандеровцы, кто там, наркоманы. А нужно просто отнять чужую территорию. Прийти и забрать чужую территорию. Ну, ну, так по таким правилам и с тобой будут, в общем, циничнее. А второе, что он заявляет. А говорит, да, мы обстреливаем гражданские объекты. Ну и что, да, мы это делаем. А он сказал, мы это делаем. А они же первые начали. Они же Крымский мост и вот Курскую АЭС, он, по-моему, упомянул. Ну так погодите, а этого тоже ничего не было по логике вещей, кто первый начал, так сказать, это же происходит все не потому, что Украина напала 24 февраля на Ростовскую область и, значит, устроила там где-нибудь в Таганроге, значит, избиение младенцев, как у царя Ирода в Библии. Это ж вы сделали. Так вы же хотите что? Они нас, а мы их? Не, ну, виноват, за все отвечает, за все, даже за Крымский мост Путин. Потому что он это начал. Таковы правила. Он просто игнорирует международное право, оно именно так это трактует. Все последствия, в том числе, даже если Украина взрывает какие-то мосты, или там, не знаю, обстреливает Энгельс дронами, да, это ты несешь ответственность, идиот. Потому что так это работает. Вот я не знаю, ему никто не объясняет. Там 3 конвенции женевских, там все написано. А он это как бы, вот, понимаете, он считает, что если он публично об этом скажет, то он какие-то новые правила устанавливает. Понимаете? То есть вот он считает вот так. Але ж розумієте, це частина величезної інформаційної їхньої війни проти українців, тому що
Власне, що мене завжди дивує, це збоченість їхня, коли все навпаки, коли викривляють повністю навпаки. Багато росіян, які пишуть в пабліках про українців, там так вам і треба, помріть, вимріть там хахли. Це ж не просто так. Тобто, в їхньому розумінні вороги ми, попри те, що нападали вони, але 10 місяців поспіль і роки до того, навіть десятиліття, формували з нас такий образ. І зараз, власне кажучи, Путін на цьому і грає. Тобто кожен там якийсь умовно п'ятий, десятий в Росії, він на нас цю відповідальність перекладає. Ну, пусть перекладает. Ну, чё. Ну, пусть дойдет до Киева. Понимаете? А Киев же так и отвечает, как и Запад. Ну, тогда решим на поле боя. Вы считаете нас виноваты? Ну, тогда победит сильнейший. Чё переубеждать? Зачем? Кого? Я вот, например, не занимаюсь переубеждением путинского большинства. Какой в этом смысл? Нам надо собрать своих, тех, которые действительно против войны, те, кто боятся, те, кто находится под гигантским давлением. А в России их немало людей. Это миллионы людей, которые ненавидят Путина, против войны и не знают, что делать. Они с удовольствием бы его угрохали. Но как это сделать? Вот нам нужно собрать этих людей, чтобы отделить их, отслоить от людоедов. А вот я, например, не занимаюсь переубеждением. Это вот как моей одной человеческой жизни, одной судьбы на это не хватит. Зачем мне тратить на это свою биографию? Поэтому нужно принять это как данность, не пытаться переубеждать. Он, безусловно, играет на этих настроениях. Он пытается потешить это самолюбие большинства в России. Потому что на украинцев хочет произвести впечатление. Какое на них может произвести впечатление? Понимаете? То есть он пытается эксплуатировать низменность настроений своего населения. Для того, чтобы оно, не дай бог, не одумалось и сказать, да что же мы делаем? Зачем нам все это нужно? Вообще мы зачем это все сделали? Сдались нам все эти территории украинские от Крыма до Донбасса. У нас что, своих, что ли, мало? Это, извините, 1/9 земной коры. Так сказать. Мы занимаем 17 миллионов 200 тысяч квадратных километров. Пустая, абсолютно незаселенная земля. Там людей-то нет на тысячи и тысячи километров. Нет вообще людей живых. Поэтому переубеждать их это бесполезно. Если люди не понимают, они зазомбированы, они, безусловно, находятся под таким, ну, тяжелым прессом ощущений. Это коктейль из реваншизма и страха. Вот. Поэтому не надо их переубеждать. Это вообще не имеет уже значения, мне кажется. Пан Захарович, ну от ви сказали, що є мільйони росіян, які проти війни, але вони бояться. Ну а чого вони чекають? Що українці мають прийти і скинути їхнього царя, як зробили це з Януковичем? Чи от я нещодавно прочитала пост Олександра Роднянського, це кінопродюсер, який тривалий час жив в Росії. Він з України, і він написав про те, що упродовж 10 місяців його близькі друзі, які з ним спілкувалися в Росії, бояться йому писати і дзвонити. Тобто вони можуть його набирати лише коли вони перебувають за кордоном або пишуть йому голосові зашифровані повідомлення, тому що бояться, що їх прислуховують. Тобто, коли люди живуть в тоталітарному суспільстві, під страхом, під гнітом, але ж ці гайки вони будуть тільки закручуватись. По суті, краще не буде. Все в їхніх руках. Українці не прийдуть знімати їхнього царя і робити їм революцію гідності. Точно так. Украинцы ничего за них делать не будут. Да. А они сами ничего не могут сделать. И не знают, что делать. Вот такая ситуация. Это ж не отменяет того, что эти люди действительно все равно ненавидят власть в России, против войны и сочувствуют украинскому народу. Я повторяю, это же не большинство. Большинство вот оно вот такое, какое мы видим. Но это не отменяет одно другого. Да, вот они оказались недееспособны. Ну, как все русские, те, которые пытались что-то изменить. Что далеко ходить? Я не буду о других говорить, я скажу о себе. Вот все 23 года я состоял везде, где только можно. Инициировал все, что только можно в России, во всех оппозиционных объединениях. Я был доверенным лицом Касьянова, стоял в руководстве РНДС. Я был в солидарности с Каспаровым и Немцовым, входил в бюро и в политсоветы. Я, так сказать, был адвокатом, защищал украинских политзаключенных, защищал Пусирайт. Я, так сказать, выступал на всех мыслимых, немыслимых митингах, проводил всякие невозможные съезды, принимал во всем участие. И чего мы добились? Ну, как коллективное против. Чем мы добились? Мы сумели справиться с этой властью? Мы ее, так сказать, смогли уничтожить? Нет, мы не смогли этого сделать. В этом наша неприходящая вина. Что надо было тогда еще, в 2000 году сказать, что творится. Давайте сейчас это все сделаем. Давайте возьмемся за оружие и предотвратим это. И были голоса. Мой самый, может быть, негромкий. О том, что будет именно так. И кончится именно этим.
Прям вот говоришь, что кончится войной. Эти люди не способны на другое. Прошло четверть века, и так оно и произошло. Но, повторяю, отменяет ли это тот факт, что эти люди преисполнены этими убеждениями? Это преизрядное количество. То есть, допустим, даже если их в стране 15%, 20%, на 140-миллионную страну это, возможно, 30 миллионов. Но они оказались недееспособны. И политически недееспособны. А что с этим делать, пока непонятно. Пока непонятно. То есть, вызвать в них импульс, чтобы они что-то предприняли в России, создали подполье и каким-то образом готовили вооруженное восстание, это вопрос такой, знаете, исторический. Способны ли они в условиях тоталитарной системы на такое? Без внешнего элемента вряд ли. Я честно скажу. Без внешнего вмешательства вряд ли. Но, знаете, история знавала всякое. У Бога свой промысел. По-разному все случается. Может, и диктатор умрет. Всякое возможно. Поэтому нам важно не то, чтобы этих людей оправдывать. Я знаю, вот сейчас дискуссия идет по поводу дождя, очень острая, да? Но важно понимать, не в дожде дело, а в аудитории, в людях конкретных. Вот они-то, понимаете, они не несут много ответственности за там, дождь или ему подобное. Не о них речь. Но люди эти есть. И Бог знает, как повернется, повторяю, история. Возможно, они станут ферментом, благодаря которому произойдет брожение, приведшее к какому-то взрыву, возмущению и так далее. Так что и мы с ними связи не теряем. Другое дело, что действительно перспектива там пока слабая. Мгм. Також маємо інформацію про те, що дев'ятий пакет санкцій від Євросоюзу має запрацювати. Також про нові санкції оголосили Сполучені Штати, Британія, але в цілому складається таке враження, що гроші в Росії не закінчуються ніколи. Ну, во-первых, Россия имеет гигантские запасы. Прежде всего, не только денег в инвалюте, но и ресурсов, которыми они торговали на протяжении 2 десятилетий, и не без помощи Запада, это надо тоже честно сказать. Запад добавил динамики в развитии этой тоталитарной путинской России, которая посчитала себя в силе выиграть войну такой страны 40-миллионной, как Украина. Запас огромной прочности, понимаете? Санкции должны быть глубже, мощнее, беспощаднее, жестче. 9 пакет хорошо, а надо 100 пакетов. И сразу, знаете, по 100 тысяч человек персональных и, так сказать, блокирование всей промышленности. А потом торговаться за их снятие. Вы видите с территории Украины войска, получите полегчение. А проблема заключается в том, что, ну вот говорят, лягушку поджаривают медленно. Да? Ну хорошо, только лягушка за это время успеет накусать людей. Наплеваться ядовитой. Знаете, жабы такие, вот я бразильскую видел, вы не видели бразильскую? Она такая желтенькая, такая, плюется, ядом, говорят, плюется. Ну, я там издалека только в зоопарке смотрел. А этот, как это, ну, за стеклом. Но вот понимаете как, ее лягушку надо сразу резать. Нельзя это тянуть. И вот здесь есть как бы... Несмотря на то, что очень много сделано за 9 месяцев, надо честно сказать. Много. Эти пакеты принесли очень большой результат, но не окончательный, не финальный. Поэтому упрекать людей за то, что вы недостаточно сделали, можно, но все-таки у этого есть разумность. Потому что, ну, слушайте, уже эмбарго с 5 декабря начало работать на нефти в Европе. Это беспрецедентно. С газом пока уже заканчивают, потому что ну, практически Германия избавилась от зависимости по газу. Ну, там ничтожное осталось количество, которое Россия в состоянии продавать газа в Европу. Там идет труба, кстати, через Украину, ну там еще там, через Турцию, Болгарию. Ну и все. Ну и все. Ну, сьогодні ж Путін поїхав в Киргизстан, якщо я не помиляюсь, говорити з головами Казахстану, Узбекистану, і там йдеться якраз про створення нової газової справи, нового газового союзу. Ось так там звучало. Тобто гроші йому потрібні, і він шукає інші шляхи, якісь союзи і мікросоюзи. Тому ембарго і санкції, але він не здається. Да не будет никакого союза. Они же уже заявили, представитель Казахстана, а именно они являются ключевым партнером по той простой причине, что это тоже энергетическая страна, энергетическая держава. У нее совершенно другие партнеры. У нее не Россия партнер. Основной партнер по инвестициям в нефтеэнергетический сектор, газовый сектор, ну, Прикаспия, в основном Казахстана, это Китай. Там наряду с ним это Голландия, кстати сказать, Великобритания, американские компании. Они все работают в Казахстане. Россия не является главным партнером. А потом, зачем Казахстану идти на то, чтобы, огибая санкции, помогать России торговать
ее ресурсами. Да, это может быть соблазнительно по деньгам, но ущерба от этого Казахстану может быть гораздо более существенный. И больше за ним внимательно наблюдают. Страны, которые вводят санкции, и та же Америка, и та же Европа и так далее, и не позволят перейти границу. Посмотрите с картами мира, как происходит. Карты мира до последнего момента принимались и в Турции, и в Казахстане, и в Кыргызстане. И сейчас идет сворачивание. Карта мира – это суррогат платежной системы, напоминающий визу MasterCard. Ее расширение не допускается. Она санкционирована. То же самое будет происходить и со всеми попытками Москвы обойти санкции через своих традиционных партнеров в Центральной Азии. Никто этого не позволит. Там тоже не дураки сидят и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Они прекрасно понимают, что Москва хочет. Поэтому на любом таком инициативе, на любом таком проекте будет поставлена заслон. И никто не позволит через территорию Казахстана и Узбекистана продавать газ, особенно в Азию. Никто не позволит. Будет это все блокироваться. Я не верю ни в какую перспективу этого газового союза между Узбекистаном і Казахстаном і Росією. Марк Захарович, заговорили ми про санкції. Наостанок питання: чи працюєте ви з командою над тим, щоб вносити нові прізвища в санкційні списки? Чи є у вас такі нові пропозиції? Хто в цих списках? Яка це кількість людей? Чи триває робота в цьому напрямку, скажімо так? Ну, есть несколько направлений, по которым я вот лично за себя буду отвечать. Да? Я пытаюсь что-то сделать. Ну, через Алексея Арестовича, Мгм. который имеет какое-то такое отношение к Ермаку. А там работает комиссия Ермак-Макфол, которая занимается проектами санкций, предложениями для американских и европейских партнеров по санкциям, в том числе и персональным. Ну, мне проще сосредоточиться на персональных санкциях. Я очень хорошо понимаю, из кого состоит российский истеблишмент, и поэтому могу какие-то давать дельные советы офису президента Украины. Когда от меня что-то хотят, я с удовольствием всегда предлагаю. Сам я не навязываюсь, но вот иногда позволяю себе какие-то вот соображения изложить. Да? И чаще всего вот Алексей Арестович со мной соглашается. Я очень поддерживаю инициативу ФБК, это сторонники Алексея Навального, они составили такой список 6 тысяч. Там 6 тысяч разных чиновников, он чем ценен? Если вот кому интересно, посмотрите, там сотрудники ФСБ, расшифрованные, записанные, да, которые отвечают и за убийства политические, и за коррупцию, и за все остальное. Ну, вот они пытались убить Алексея Навального новичком. Это очень интересный список, он очень обширный, с детальными данными, и я считаю, что ну, собрать вообще не просто фамилии, имена, даты рождения сотрудников ФСБ, да, они же засекречены. Но вот это удалось, так сказать, сотрудникам ФБК. Мне кажется, это очень интересная инициатива. Если бы этот список реализовался, если бы все 6 тысяч оказались под санкциями, я считаю, это был бы невероятный успех. Это удар был такой пронзительности и силы бы, потому что из этого списка уже кто-то находится под санкциями. Ну, допустим, это там, не знаю, там 500 или 1000 человек. Ну, пусть 1000, да. Но это недостаточно. Вот здесь нужно широким неводом, так сказать, чтобы масштаб был большой, да, охвата. Я считаю, нужно дойти до глав городов, потому что они, кстати, отвечают за мобилизацию в том числе. За работу военкоматов, за финансирование и так далее. И я не очень понимаю, почему местная власть, да, где-то губернаторов внесли в санкционные списки, вот Великобритания, США внесли некоторых губернаторов в свои санкционные списки. Но этого недостаточно. Я уже не говорю про федеральную власть, что правительство, силовые структуры, там надо работать и работать. Очень важно, и я часто на этом настаиваю, и там, где могу, встречаюсь с некоторыми сотрудниками Министерства иностранных дел Франции, вот, ряда других, я говорю о родственниках. Очень важно, они все живут в самых сочных местах. Да, во Франции, ну, на юге, это не секрет, на Лазурном берегу, в Америке, в Майами, в Великобритании, в Лондоне очень много их, в разных местах. Это дети, отпрыски, любовницы, любовники, доверенные лица, которые, казалось бы, формально не являются сотрудниками там, администрации, министерств, ведомств и так далее, но тесно связаны со своими близкими и фактически занимаются отмыванием денег. И мне кажется, этому уделяется недостаточное внимание. Да, кое-кого в эти санкционные списки направили. Да, вот там, то есть Пескова, например. Живет в Париже, в прекрасном, там, в 8-м она округе живет. Я точно не знаю, ну вот где-то там. Но это уже недостаточно, это капля в море, понимаете. И мне кажется, удар по родственникам – это очень важный элемент борьбы с всей этой средой. Мне кажется, что здесь недостаточно делается для того, чтобы это все акцептовать максимально быстро. Ну, вот что я могу, я делаю. Конечно, этого бы хотелось больше, но по возможности.
Ну, будемо сподіватися, що справа буде рухатись. Я дякую вам за розмову. Друзі, підписуйтесь на цей канал, будеш знати, і ви будете знати більше. А також підписуйтесь, звичайно, на YouTube канал Марка Фейгіна, тому що там багато цікавих інтерв'ю, які я дивлюсь щодня. Військові експерти, ваш улюблений Олексій Арестович, багато аналітики і багато анонсів, що теж важливо. Дякую вам і до зв'язку. Всем всего доброго.